Всем привет! Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что у Украины имеются определенные договоренности с Польшей по возвращению мужчин призывного возраста. Ну, тут, конечно, он немножко слукавил в общем, да, расскажу, под какую категорию, да, или как какого-то мужчину из Украины, да, могут выслать из Польши, да, то есть домой в Украину. Это мы обсудим. Там, конечно, очень сложная, да, процедура всего вот этого. И второе, украинские мужчины не сидят на месте, они уже нашли лазейки, которыми уже активно пользуются, да, чтобы даже если что-то там они подпишут либо ведут, как бы себя обезопасить. Сейчас мы это все рассмотрим. Перед тем, как продолжить, попрошу каждого подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий, а также распространить это видео между своими друзьями, да, и близкими, чтобы люди были в курсе новостной повестки, да, которая происходит в мире, да, насчет, я имею в виду, украинцев. И вообще, мой канал смотрит много, да, людей, но многие не подписаны, то есть большее количество моих зрителей не подписано на канал. А это всего лишь подписочка и колокольчик, да, то есть всего лишь 2 клика мышкой. Спасибо всем огромное, кто подписывается и кто сделает любое из тех действий, которые я сказал. А мы продолжаем. Зеленский заявил, что есть определенные договоренности, но сразу же сам себя, да, поправил и заявил, что есть трудности и не все страны Евросоюза хотят, да, выдавать украинских мужчин, да, ну, обратно в Украину, то есть отправлять их, да, потому что, как вы знаете, это противоречит вообще всем, да, правилам Евросоюза, законам и так далее. То есть человека можно депортировать, да, просто вот так вот тысячами, пачками как-то их ловить и отправлять, это невозможно. Это вне правового поля Евросоюза, да и остальных стран. Кого утверждается будут, да, ну, депортировать обратно. По факту это только депортация, по-другому это никак невозможно назвать. Тех, кто незаконно пересек границу, да, то есть обратно же вот здесь указано, кто выехал, да, незаконно пересек границу, там за взятку их перевели через границу, то есть они убежали и потом попросили, да, убежище в Польше, либо в другой иной стране, да, Евросоюза. Обратно загвоздка в чем? Человек даже убежал незаконно. Вот он уехал, да, выехал незаконно, без штампа в паспорте, да, ну, я имею в виду на границе в Украине, да, когда ты выезжаешь, тебе ставят штамп, и ты уже въезжаешь в другую страну. Понятное дело, у человека этого штампа нету, но поверьте, в Евросоюзе там не рассматривают слишком все эти, ну, штампы и так далее. Для них это не важно. Есть человек, если есть паспорт, да, у которого не истек срок годности, то все будет в порядке. Ему предоставят, поверьте, временную защиту в любой части, да, Евросоюза. То есть неважно, если он был на территории Украины до войны, да, то никаких проблем нету. То есть если он уже был за пределами, да, Украины, когда началась война, то в принципе в той стране, в которой он был, проблем нету тоже получить защиту. Проблема в том, если он захочет уже переехать, например, с Польши там в Италию, да, тогда да, это уже повторное получается получение временной защиты, и ему там сейчас могут отказать. Дальше. Человек пересек границу, да, незаконно, все понятно. Украина берет там, собирает, например, знает, что он пересек, только каким образом непонятно, как они будут идентифицировать, все это тоже непонятно. Ладно, они нашли человечка этого, да, взяли запрос в Польше нашли данного мужчину, да, призывного возраста там и так далее. Что делает мужчина? Мужчина, конечно же, не теряется и сразу же что делает? Конечно же, подается на международную защиту. То есть он что делает? Он себя обезопасивает таким вот способом. То есть международная защита, она подразумевает, да, что у вас есть опасность вашему здоровью в той стране, ну, с которой вы, да, выехали, приехали, то есть, и вы, грубо говоря, просите политического убежища. То есть, я сейчас покажу, да, вот, защита, международная защита в Польше, действующие юридически установленные термины, гарантирующие возможность иностранцу, попавшему в своей стране в ситуацию угрозы жизни или здоровья. То есть там еще есть параметры, ну главное, жизнь и здоровье. Что он может сказать? Меня призывают в армию, я не хочу там воевать, ну и все в этом роде. То есть по факту это, ну, причина, конечно же причина, потому что человек говорит, это в прямом смысле грозит ему, его здоровью. Все. И массово уже украинские
мужчины стали подаваться в Польше на международную защиту. И следующий момент, как себя обезопасить, это, конечно, переехать с Польши дальше, потому что пока только Польша хоть как-то говорит про все вот эти вот, да, выдачи украинских мужчин обратно в Украину. Остальные все страны Евросоюза категорически против. В Германии там в некоторых, да, землях тоже там обсуждают что-то, но обратно же это должно быть консенсус всего Евросоюза, потому что если одна страна примет какие-то такие вот жесткие меры, которые противоречат, то эту страну будут лишать помощи, да, от Евросоюза и штрафовать. То есть нужно ли это какой-то маленькой там стране, непонятно, я имею в виду там маленькие страны, там, не знаю, там Австрия, Дания, там, которые, да, Евросоюз и остальные, у них там демократия на вот таком вот уровне, то есть у них там толерантность максимальная, и такие страны, они вряд ли вообще будут таким практиковать. Вот Польша, да, там максимум Чехия, там, не знаю, там Болгария какая-то, там Словения, то есть вот такие вот, да, восточноевропейские страны, возможно. Ну, какие нужны аргументы? Вы поймите, что чтобы человека выслать, нужно, как говорится, чтобы был суд, было приговор, да, было объяснение, да, то есть человека должны обвинить в чем-то, то есть его должна Украина обвинить там в уклонении от службы и так далее, то есть это должно быть суд, это должно быть решение суда, то есть должны приехать люди, то есть это огромный, кропотливый, просто нереальный труд, да, и занимает огромное количество времени. Потом человек может обратно же апелляцию подавать, все это оспаривать, податься на международную защиту и просто уехать дальше в Евросоюз, в другую страну и затеряться. То есть вы понимаете, что вот эти все заявления это больше популизм. То есть по факту невозможно просто взять ни одного мужчину украинца и отправить обратно в Украину. Только если он, конечно, что-то там за какую-то госизмену, да, если там это доказано, там, либо он какой-то убийца, маньяк, то есть если там реально криминальная, нереальная статья, да, и тогда его, может, по какой-то ускоренной схеме могут депортировать. Обычного работягу, человека, который платит налоги в той же Польше и работает, просто так взять, выдернуть, да, из семьи, а если он там тем более находится с семьей, я просто не вижу никак. И это просто нереализуемое вообще. А дальше я расскажу, кого же реально могут депортировать, какой, да, класс мужчин в Евросоюзе. Сейчас я вам это скажу. И сам посол, да, Польши в Украине тоже заявил, что это маловероятно, это практически нереально. Но кого же все-таки могут, да, то есть, как заявлял там Зеленский, военные, да, заявляли, что хотят, чтобы в Евросоюзе начали формировать, да, ну, то есть там батальоны там и так далее, то есть какие-то, да, набирали людей, то есть прям они обучались в Европе, то есть и тех именно мужчин, которые находятся сейчас в Европе, чтобы они входили в эти, да, подразделения и потом возвращались в Украину. Ну, по их подсчетам можно там собрать 10-20 тысяч человек, да, вот так вот именно тех, кто сейчас находится в Европе, мужчин, и чтобы они там прошли службу и потом вернулись в Украину, вступили в Збройные силы Украины, в ВСУ, да, и начали воевать, ну, за Украину, понятное дело, это всем понятно. Но как же набрать такое количество людей? Добровольно такое количество людей, это даже 1000 человек, я сомневаюсь, потому что, еще раз повторяю, многие выехали с семьями. Ну, это очень сомнительная фишка, но есть один класс, категория, да, граждан, то есть мужчин, которые находятся в Евросоюзе, которые могут подпадать под вот эти вот все нормы. И какие-то граждане, да, какие-то категории. Это те категории, которые, как говорится, затупили, да, которые приехали в чужой, да, монастырь, немножко там подосрали, то есть это кто? Это те, кто осуждены там уже в Польше, да, за какие-то криминальные проступки, то есть у них там криминальная ответственность, то есть у них там суды, и им ничего хорошего не светит, то есть им только светит тюрьма в той же Польше, да, либо в той же Чехии, либо тоже в Болгарии,
Румынии, Германии и так далее. То есть есть люди, которые, вы понимаете, залетные, залетели конкретно по самые помидоры. И вот у таких людей, я думаю, возможно завербовать, да, те, которые тупанули, которых выгнали, которых нет никакой помощи, которые уже там много, это факт, которые уже много украинцев, да, именно мужчин и так далее, которые бомжуют в Европе. То есть вот такой категория, их можно еще, да, как-то рекрутировать, как-то им это, ну, рассказать правильно, и они могут, да, вступить в такие батальоны, предложить им зарплату хорошую и так далее. Такие люди, да, могут повестись, да, и пойти защищать свою страну, да, свою родину и вступить в ВСУ. Вот такой категория граждан, да. А так как заявляется, чтобы добровольно обычные мужчины, которые работают в Евросоюзе, они сами пошли и набрать 20 тысяч таким образом человек пополнения, но это очень для меня странное заявление. Это не то, что я там критикую, да, просто они хотят, ну, как бы показать, да, какой-то, ну, позитив, да, то есть они раздувают какую-то тему, и получается, что, чтобы люди думали, что, ну, все хорошо, все нормально, понятное дело, что проблемы в мобилизации есть, и они с каждым месяцем, годом будет все больше, потому что люди уезжают, и до сих пор сейчас коррупция работает на полную, и люди выезжают. Я не хочу там, да, чтобы вы в моих словах услышали какую-то критику, да, к украинской власти, там, в общем, Украины и так далее, или там Сбройных сил Украины. Нет, конечно. То есть, ну, факт остается фактом, что кто хотел идти защищать, кто был мотивированным, да, кто был добровольцем, уже пошли. Все остальное это, конечно, уже с подпалки, с какого-то, ну, обязаловки. То есть уже нету тех, кто, это очень малое количество, которые сейчас добровольно идут. То есть уже эта мобилизация, как ни крути, она больше принудительная. И такие заявления, что мужчин будут, вот такие, да, громкие заявления. У нас есть договоренность, что мы будем с Польшей, что Польша будет выдавать нам мужчин призывного возраста. Такое, да, заявление, прям ты такой, ого. А там, когда ты начинаешь разбираться, то по факту там, ну, все наоборот. То есть возвращать они не знают кого, пока их не знают как, юридических полномочий нету. То есть по факту это все, ну, переливание, вы поняли, да, с пустого в порожнее. Называется так. По факту я сказал, каким образом могут набрать. Только тех людей, которые конкретно залетели, либо которые конкретно хотят реально идти, да. То есть две категории. Все. Ставить кого-то на учет, там, вот это вот паспорта не выдавать, это все не работает. Ты подаешься на международную защиту, ждешь, да, 6 месяцев, может год, но потом тебе ее одобряют, например, если ты нанимаешь адвоката, то это вообще стопроцентный вариант. Вложишь там 2-3 тысячи евро и без проблем, поверьте, международную защиту вам дадут, неважно, это будет Польша, Ирландия, Франция или так далее. То есть если наймешь адвокатика, то все он сделает красиво. Это уже доказано, это уже проверенный вариант. Все это говорят. С помощью адвоката это 99%, что тебе одобрят. Может, немножко дольше это будет, да, там будет судебное заседание, апелляции, туда-сюда. Но в конце концов ты получишь защиту от той страны, в которой ты находишься. Если у тебя нет никаких криминальных, да, проваджень, то есть криминальных каких-то дел в Украине, либо они какие-то незначительные там, то поверьте, никто вас там за какие-то, не знаю, там, неуплаченные штрафы, да, не будет вас депортировать с Евросоюза. Это просто невозможно. Вот это я хотел обсудить, что власть в Украине, да, заявляет такие очень, ну, очень такие яркие, да, слоганы, яркие, ну, позитивные какие-то, типа позитивные, да, заявление, но по факту все это просто, ну, переливание с пустого в порожнее. А так, конечно же, я желаю победы, да, Украине на поле боя, это не обсуждается, был, есть и буду за Украину, но такими методами, которыми сейчас проводится уже мобилизация, это, конечно, не слишком уместное, да, и не слишком правомерные, да, многие действия. Это уже доказано не только мной, но и остальными. И добровольцев с каждым месяцем, с каждым днем, как бы это грустно ни казалось, все меньше, меньше и меньше. Кто-то обратно сейчас, как всегда, закидает меня камнями и скажет, ну а что же ты? Я, как скажу так, у каждого своя жизнь и свой выбор. То есть каждый выбирает сам, как ему жить. И кто хочет, идет, кто не хочет, тот не идет. И в Конституции Украины указано, что каждый гражданин
Украины, да, обязан защищать ее там территориальную целостность и так далее. Каждый гражданин, то есть это имеется в виду и мужчина, и женщина. Кто бы ничего не говорил, так это и есть. В Израиле почему этот метод работает? Женщины кричат за равноправие. Ну, если равноправие во всем, то значит в Конституции написано эти слова не просто так. Каждый гражданин. Вы понимаете, о чем я говорю. Так что я от себя ответственности не снимаю, но я выбрал такой путь и такую жизнь. И можно ее критиковать, либо не критиковать, как хотите. Свое мнение вы можете написать в комментариях, ставить лайк, дизлайк. Это уже ваше право. И как мое право и остальных мужчин воевать, либо не воевать. У человека должен быть всегда выбор. В тех же США, да, то есть Соединенных Штатах Америки, вся армия контрактная, как и в большинстве стран мира. То есть, что такое контрактная армия? Это когда человек идет добровольно. То есть, набирается армия добровольно. И это в цивилизованном обществе. Сейчас, конечно, немножко все пошло куда-то не по плану. Всегда на связи.